Друзья, всем привет! Решил записать для вас видео о древмасе. Меня часто о нем спрашивают, как работать, с чего начинать. Я решил убить всех зайцев сразу и буду теперь давать эту ссылку всем, кто меня спрашивает по поводу него. Если вы смотрели мои прошлые трансляции, то помните, что я детально разобрал все топографические зоны тела и отраженную боль, исходящую из триггерных точек. Так вот, тренажер древмас помогает воздействовать на широчайшую мышцу спины, на трапециевидную мышцу, на мышцу, поднимающую лопатку, на ромбовидные мышцы, на зубчатые мышцы, на разгибатели спины, на группу подзатылочных мышц, даже на самый глубокий слой мышц, находящихся возле позвоночника. Вот этот тренажер. Конкретно ему уже больше 2,5 лет. Вы можете посмотреть, что качество настолько хорошее, что вот только разве что вот тут вот небольшие затертости, но радикально с ним ничего не произошло. То есть функциональный, крепкий. Это несмотря на то, что у меня работа на нем происходит каждый день. Я либо сам катаюсь, либо клиенты катаются. Кстати, те, кто уже на нем работал, пожалуйста, напишите в комментариях о своих результатах после месячного, двухмесячного использования. Я думаю, это очень будет полезно тем, кто еще не знает про это чудо, в хорошем смысле этого слова, и поможет им в избавлении от мышечной боли. Тренажер в стандартном варианте выглядит вот так. Он состоит из 5 роликов. Один, как видите, активный ролик, он наиболее большой. 2 поменьше ролика, 2 еще меньше. Чередуя ролики разным образом, можно добиться различного воздействия, более интенсивного, либо менее интенсивного на определенный сегмент позвоночника. Собирается он элементарно, тут 4 болта под заглушками, вот тут спереди и по бокам еще по 2, то есть соберет, как говорится, даже пенсионер, который не владеет интернетом. Кстати, ссылку на тренажер я оставлю и в описании, и в прикрепленном комментарии. Как на нем работать, если вы совсем новичок? Сначала устанавливаем роллы. Так как мы будем садиться вот здесь вот спереди, браться за ручки, то начинаем с активного ролла в этом положении. Затем выставляем средний ролл, маленький, средний, маленький. Садимся, беремся за ручки. Аккуратно, мягенько укладываемся на него и осуществляем от 3 до 5 прокатывающих движений, до полностью выпрямленных рук и назад. Поначалу умоляю вас не спешить, потому что если вы начнете по 10-20 делать, у вас на завтра все будет очень сильно болеть из-за активизации триггеров. Поэтому здесь мы двигаемся постепенно. Сделали в первом положении, меняем во второе. Выставляем большой активный ролл, по бокам от него средние, потом 2 маленьких. Ложимся. Опять захватываем, опять 3-5 прокатывающих движений. Я буду 3 делать. Сели. Двигаемся дальше. Активный ролл, еще дальше. По бокам от него средние, еще дальше маленькие. Легли. Покатались 3-5 раз. Сдвигаем активный ролл еще дальше. По бокам от него средние, в первых 2 положениях маленькие. Легли, прокатали. Идем еще дальше. Активный, средний, маленький, средний, маленький. Легли. Расслабили шею и прокатали подзатылочную группу мышц. Область мышцы, поднимающей лопатку, трапеции и другие. Затем, если вы себе можете это позволить, если у вас хватает физической выносливости, перехватываете руками по бокам станок, выталкиваете таз и идете чуть-чуть назад, возвращаетесь вперед, осуществляете прокатку шейно-грудного вот этого перехода. Здесь обычно трапециевидная мышца болезненная и мышца, поднимающая лопатку. Вот их очень хорошо здесь можно промассировать самостоятельно. Все, вернулись. Если есть возможность протянуться вот в таком вот положении, выполнить это упражнение, либо просто сделать любой наклон, например, по Паschimottanасану. Вперед
сделали, минутку полежали, растянули мышцы, по которым работали. Что делать, если на следующий день все болит? Просто пропускаете 1 или 2 дня занятия. Боль в данном случае носит терапевтический характер, и это процесс излечения. К этому надо быть готовым и воспринимать это позитивно. Прошло 2-3 дня, боль утихла, успокоилась, опять ложитесь, прокатываетесь 3-5 раз. Доходите до состояния, когда вы в течение недели начинаете регулярно по 3-5 раз на каждый сегмент прокатываться. После недели начинаете добавлять по 1-2 прокатывания. То есть, допустим, вы начали с 3 прокаток на каждый сегмент, через неделю 5 прокаток, через 2 недели 7 прокаток и так далее. Я сам прокатываюсь около 30 раз в каждом положении. Больше я не вижу особого смысла прокатываться. Возможно, также такая ситуация. То есть вы катаетесь уже 2-3 недели, боль прошла. Вы такие: опа, я исцелился, спина здоровая, все классно. А потом у вас через месяц обострение. Такое тоже может быть. К этому тоже надо быть готовым и воспринимать это конструктивно, в позитивном ключе исцеления от миофасциального болевого синдрома. Отдохнули день, 2, 3 до снижения боли до минимума и опять начинайте раскатываться. Старайтесь прийти к такому состоянию, когда вы каждый день прокатываетесь на этом тренажере. Желательно даже утром и вечером. И можно дополнительно еще в течение дня, если вы длительное время сидите за компьютером, если вы очень много перемещаетесь на машине. Это очень классно снимает нагрузку со всех мышц спины. Как только вы окрепли и выполняете в таком ключе, как я вам показывал раньше, вы можете усиливать воздействие. То есть по бокам от активного большого ролла вы ставите маленький, потом средний, маленький. Прокатываетесь, там, допустим, уже 10 раз вы умеете прокатываться, прокатались. Потом поменяли, опять по бокам от большого маленькие, потом средние. Поменяли в третью позицию, по бокам маленькие, средние. Поменяли дальше. Ну, принцип понятен, да, и в конечном положении вот такая вот конфигурация. Прокатались. Что делать, если вы заказали DreamMass, он к вам пришел, вы на него ложитесь, начинаете кататься и понимаете, что вы даже одного раза не можете сделать, такая невыносимая боль в спине. В этом случае вы можете надеть очень плотную кофту, чтобы вам мягче было прокатываться, и работать на ней. Если этого мало, используйте плед, накиньте его поверх роллов и ложитесь, тоже захватив станок руками. Осуществляйте столько прокатывающих движений, сколько вы можете выполнить сегодня. Пускай это будет даже 1-2 раза, но вы их сделаете. Сдвинете лед с мертвой точки. Что можно делать еще на тренажере DreamMass? В расширенной комплектации есть вот такой массажный ролл с шипами. Мне он на самом деле больше даже нравится, чем вот этот. Я сам всегда начинаю прокатку с вот этого ролла. То есть ставлю его, работаю сначала на нем по всем сегментам, передвигая его дальше, а потом меняю вот на вот этот гладкий. Он оказывает такое более механическое воздействие, этот оказывает более массажное воздействие за счет вот этих вот колючих поверхностей. То есть он классно разогревает и подготавливает ткани к более интенсивной работе на таком большом ролле. Тренажер DreamMass можно также использовать при сколиозе. Вот есть такой отдельный ролл, как видите, одна часть большая, другая маленькая. Если у вас выпирает, допустим, правая часть грудной клетки, да, сколиоз в грудном отделе, а левая немножко вогнутая, то на выпирающую часть вы маленьким роллом кладете, на ту, которую вогнутая, большим, и осуществляйте прокатку вот в таком вот варианте. Если у вас DreamMass уже давно, вы это все знаете, освоили, то я хочу вам показать упражнение, которое я не так давно открыл. Оно очень классно прорабатывает ромбовидные и зубчатые мышцы, ну и трапецию, естественно, мышцу, поднимающую лопатку. Вы ложитесь таким образом на DreamMass, руками вот так вот обхватываете голову, разводя лопатки. Выталкиваете таз и осуществляете вот то же самое движение, как мы делали с захватом станка, только теперь без захвата станка. Еще дальше уходя на шейно-грудной переход. В таком положении можно даже добиться мобилизации шейных
и грудных позвонков. Ну и тоже выполняйте столько, сколько вам позволяет ваша физическая сила, ну, учитывая, что вы уже тренированный человек. На древмасе помимо мышц спины и шеи можно очень хорошо проработать, промассировать ягодичную область. Для этого садитесь тазом между первым и вторым роллом, захватывайтесь за станок и осуществляйте прокатывающие движения вперед-назад. Также при должном уровне тренированности тела можно прорабатывать заднюю поверхность бедра. Уходя даже на голень. Ну, для этого определенная подготовка, конечно, нужна. Если у вас болит спина, вряд ли вы сразу так сделаете. Тренажер древмас полностью заменяет вам массажиста регулярно. Вы можете в день прокатываться 2-3 раза, сколько душе угодно. Это несложно, вы видели, вначале я показывал, то есть вся комбинация занимает максимум минут 5-7, в зависимости от вашего текущего состояния. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам это видео оказалось полезным. Смотрите также мои другие видео, посвященные лечению миофасциальной боли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи в новых публикациях. Пока!